Привет, друзья! Если у вас есть всего пара яиц и немного капусты, обязательно приготовьте этот вкусный и быстрый рецепт. Первым делом измельчаем 500 грамм капусты. Измельчим любым способом удобным, можно нашинковать, можно нарезать вот такими кубиками, а потом порубить. Отправляю капусту в миску и заливаю кипятком. Оставлю минут на 15, чтобы капуста стала мягкой. Также вместо этого вы можете просто отварить капусту минут 5 или приготовить ее в микроволновке. Сразу ставлю разогреваться сковороду, наливаю растительное масло и пока греется масло, мелко нарезаю одну репчатую луковицу. Отправляю лук в горячее масло. И сюда же, прямо в лук, натираю пару зубчиков чеснока. И еще буквально одну минутку обжариваю лук с чесноком. Капусту откидываю на сито или дуршлаг, даю воде хорошенько стечь, можно дополнительно отжать ее немного руками от лишней влаги. Перекладываю капусту в миску, разбиваю 2 куриных яйца. Добавляю соль, черный перец и по вкусу можете добавить какие-то сушеные травы, например, сушеный укроп или петрушку. Друзья, этот рецепт один из моих любимых. Он очень просто готовится, все продукты доступные, их спокойно можно найти в холодильнике или в ближайшем магазине. Так что обязательно приготовьте, и я буду очень рада, если вы поделитесь этим рецептом с вашими друзьями. А также блюда из капусты невероятно полезные, поэтому обязательно готовьте и будьте здоровы! Хорошо перемешиваю капусту со специями и добавляем к капусте жареный лук с чесноком. Мелко нарезаем пучок укропа. Капуста идеально сочетается с укропом, получается очень нежный и приятный вкус. И в самом конце добавляю 3 столовых ложки муки. Все хорошо перемешиваю. Тесто для оладушек уже полностью готово. Ставлю разогреваться сковороду. И когда масло нагреется, выкладываю капустные оладушки. На одну оладушку примерно 1-2 столовых ложки капустного теста. И жарим оладьи примерно по 3-4 минутки с 2 сторон до красивой золотистой румяной корочки. Пока готовятся наши оладьи, давайте быстренько приготовим очень вкусный соус. Для соуса беру 100-150 грамм йогурта. Берите обычный несладкий йогурт, можно взять греческий. Также можете заменить йогурт сметаной. Свежий огурец тру на терке. Добавляем тертый огурчик к йогурту и не забываем перевернуть оладушки, чтобы они подрумянились с другой стороны. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с вами, моими любимыми зрителями. В соус добавляю сушеный чеснок, черный перец и соль по вкусу. Осталось только все хорошо перемешать. Можете также добавить сюда немного укропчика или петрушки. Получится очень вкусно. А наши капустные оладьи уже полностью готовы. Посмотрите, какие румяные, вкусные, аппетитные. Можно выложить их на бумажные полотенца, чтобы впитались излишки масла. Оладушки получились такие нежные, вкусные, с хрустящей золотистой корочкой и нежной мякотью внутри. Друзья, это очень-очень вкусно. Обязательно приготовьте, подписывайтесь на канал и сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. А с вами была Олеся на канале Готовим дома. Жду вас в моем новом вкусном видео. Пока-пока и скоро увидимся. Желаю приятного аппетита и хорошего дня!